Холод в домах, жители Сибири замерзают. Массовые сокращения в компаниях Сбера. В России резкий скачок цен на овощи и фрукты. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Крупное ДТП со скорой помощью произошло на трассе под Новосибирском. На 200-м километре автодороги Новосибирск-Кочки-Карасук Ford Transit столкнулся с микроавтобусом. На место происшествия прибыла скорая помощь. Во время транспортировки пострадавших в медицинский автомобиль врезался ГАЗ-3110. Травмы получили 7 человек. Всех пострадавших доставили в больницу. Сильный ветер в Новосибирской области. Более 1000 домов остались без света. Порывы ветра сносят стены и людей. Ветер снес бетонную стену здания в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске. Еще в одном доме, по словам очевидцев, шатаются плиты. Порывы ветра сносят с ног людей, а на загородной трассе между Кольцово и Плотниково несколько фур слетели в кювет. Местные телеграм-каналы пишут, что их также могло снести ветром. Информации о пострадавших нет. В Новосибирской, а также в Томской и Омской областях сильные снегопады. На дорогах низкая видимость, это приводит к авариям. Также в Новосибирской области более 1100 домов в 9 районах остались без электричества. Ночью там ожидается сильное похолодание. Холодно и на севере Красноярского края, в селе Хатанга за полярным кругом до 50 градусов мороза и коммунальная авария. В квартирах температура не превышает 4 градусов тепла. Вот так. Мы закрываем окошки в детской комнате. Стекла потрескались благополучно. Лед выдавливается из-под подоконника. В сети появляется все больше видео из Хатанги. В жуткий холод люди вынуждены ходить дома в уличной одежде. И даже обуви обогреватели не спасают. У некоторых замерзает дома вода даже в унитазах. Издание «Красноярск-24» пишет, что на единственной котельной в Хатанге произошла авария. И люди мерзнут еще с 17 января. Местные власти при этом уверяют, что все починили. В Москве 17-летним школьникам начали автоматически рассылать уведомления о постановке на воинский учет через СМС и портал МОСРУ. Аналогичные сообщения получают и их родители. Военный комиссар столицы Максим Локтев уверяет, что это только учет и, мол, пока ничего делать не нужно. Однако, как только юношам исполнится 18, их все равно ждут в призывном пункте. Ну, конечно, исключительно для сверки документов. После запуска единого реестра воинского учета некоторые несовершеннолетние неожиданно начали получать направление к профильным врачам. По мнению правозащитников, это может быть попыткой военкоматов заранее собрать медданные призывников и определить их категорию годности. В регионах к делу подходят основательнее. Мэрия Перми продвигает контрактную службу через школы. Власти заявили, что в этом нет ничего противоправного, ведь, цитата, «надо защищать Родину». Так они ответили изданию Перм-36,6 на жалобу о незаконной рекламе контрактной службы в соцсетях. В мэрии уточнили, что баннеры адресованы вовсе не детям, а их родителям. Однако одним рекламным креативом дело не ограничивается. В российских школах вдвое увеличили часы на патриотическое воспитание. Теперь же военная подготовка стала еще и частью внеклассной работы. Например, в Красноярском крае школьники под руководством ветерана спецназа осваивают стрельбу на фоне баннера с буквой «Z». Пока школьников учат стрелять, студентов подгоняют с экзаменами. Весенний призыв не за горами. В Красноярске местный военком предложил ускорить учебу студентов. Военный комиссар Виктор Нечапаренко попросил филиал Академии труда и социальных отношений до 20 мая организовать досрочную сдачу экзаменов студентами 2004-2005 года рождения. Нечапаренко ссылается на закон о военных сборах для граждан в запасе. Однако правозащитники из школы призывника уверены, это связано с подготовкой к весеннему призыву, а ссылки на сборы – лишь удобный предлог для давления на учебные заведения. Сын главы Северной Осетии повздорил с инспекторами ДПС, прикрываясь отцом. Видео, снятое еще летом прошлого года, сегодня распространяется в сети. На нем мужчина, представившийся сыном главы республики Сергея Миняйла, спорит с дорожной полицией из-за непристегнутого ремня спутницы. Я не пристегиваюсь, потому что меня укачивает. Я не могу ездить с пристегнутыми ремнями. Укачивает и мне плохо, Что это мне две делать? разные Пешком вещи. ходить? Ты знаешь, кто я? Нет? Я сын главы республики. Я везу водку. Вы что, прикалываетесь? Участники ролика также утверждали, что номера автомобиля якобы скрыты по линии Федеральной службы охраны. При этом мужчина заявил, что готов оплатить штраф за непристегнутый ремень, но отказался от досмотра авто. ШОТ отмечает, что ситуацию решили на месте. Что именно
имеется в виду, непонятно. Сын главы Северной Осетии сейчас находится на войне в Украине. Овощи и фрукты в России за год подорожали почти на четверть, на 22%. Об этом говорится в публикации РБК со ссылкой на Росстат. По этим данным, сильнее всего подорожал картофель на 92%. Сейчас килограмм стоит в среднем около 57 рублей. Огурцы подскочили в цене почти на треть, до 270 рублей за килограмм. Сливочное масло подорожало на 36 с небольшим процентов. Репчатый лук почти наполовину. Также в списке белокочанная капуста и лососевая икра. Средние расходы россиян, по данным Сбериндекса, в номинальном выражении выросли за прошлый год на 17%, до 39,5 тысяч рублей в месяц. В России массово закрываются салоны китайских автомобилей. Счет уже идет на сотни, почти 500 за год. Это данные «Газпром Автолизинг» и «Автобизнес Ревью». На них ссылается издание «Коммерсант». Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Это связано с низкими продажами и перенасыщением рынка. Китайских шоурумов стало слишком много. По данным того же «Газпром Автолизинг», общее количество таких салонов достигло почти 3000, и их доля на рынке составила почти 2/3. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году ситуация в автомобильной отрасли может ухудшиться из-за высокой ключевой ставки, роста цен, слабого рубля и повышения утильсбора. Это может привести к закрытию сотен салонов, а общая дилерская сеть сократится до уровня ниже 4000 точек. Сбербанк начал массово сокращать айтишников в дочерних проектах. Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, сокращения затронут Купер, Мегамаркет, Сберлогистика и Самокат. Работникам предлагают увольняться по соглашению сторон. Под сокращение попадут до 50% профильных сотрудников сервисов. По данным S-News, в сервисе доставки Купер уже уволили 200 из 1000 IT-специалистов. Причиной называют экономию бюджета. На свободу вышел фигурант дела сети Виктор Филенков. Он провел в колонии 7 лет. Виктор – гражданин Казахстана, поэтому сразу после освобождения его депортировали в эту страну. Филенков вместе с женой едут в Петропавловск, где живет его мама. По делу сети в 2018-м в Петербурге и Пензе задержали нескольких антифашистов, обвинив их в создании сообщества для организации терактов. Фигуранты называли обвинения сфабрикованными и говорили о пытках. Добавлю, сегодня российские власти пополнили список террористов и экстремистов. В него внесли политика Леонида Гозмана и бывшего игрока «Что, где, когда» Равшана Аскерова. Гозмана летом прошлого года заочно приговорили к 8 годам колонии за распространение военных фейков. Аскерова обвиняли в реабилитации нацизма и за публикации о маршале Георгии Жукове, которого он назвал убийцей. Что ж, друзья, это все новости к этому часу. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Меня зовут Тенгиз Адами. Берегите себя. Всего доброго. Пока.